У нас в руках беззеркальная камера Canon EOS R6. Она предлагает два способа выбора композиции изображений с помощью видоискателя или сенсорного экрана на задней панели камеры. До сих пор мы не можем определиться, что нам нравится больше – работать с видоискателем или экраном. Каждый раз выбор зависит от объекта и условий съемки. Я заметил, что чаще предпочитаю работать с экраном. Именно поэтому сегодня буду делиться с вами его настройками, расскажу, как можно максимально облегчить работу с ним и не упустить важные детали. Постараюсь полноценно раскрыть тему, поэтому прошу посмотреть видео от начала до конца. А я предпочитаю работать с видоискателем. О его преимуществах и настройках рассказывал в предыдущем видео. Если вы его еще не посмотрели, обязательно найдите время, чтобы у вас сложилось полное представление о теме. Одновременно видоискатель и экран не могут быть использованы, но я владею информацией, которой поделюсь абсолютно бесплатно, как можно их объединить. Ведь настройки их связаны между собой, а в некоторых случаях даже дублируют друг друга. Для удобства поиска нужного раздела вы можете обратиться к шкале времени видео, там отмечены эпизоды, или в первом комментарии закреплены тайм-коды. Желаем приятного просмотра! Добрый день, меня зовут Сергей Прохоров-Кунцевич. Я фотохудожник, магистр издательского дела. На этом канале делюсь настройками беззеркальной камеры Canon EOS R6, раскрываю ее фото-видео возможности, в дальнейшем планирую говорить о технике и искусстве фотографии. Камера имеет полностью шарнирный жидкокристаллический экран с диагональю 3 дюйма, соотношением сторон 3 к 2 и разрешением 1 620 000 точек. Такие шарнирно сочлененные экраны больше ориентированы на видеосъемку. Помимо шарнирных, бывают экраны наклонные и фиксированного типа. Покажу вам для примера современные камеры с наклонным экраном. Nikon и Sony, в отличие от Canon, активно применяют этот тип экрана. От нескольких пользователей слышал, что наклонный экран ограничивает возможности съемки. У меня не было такого опыта, поэтому если вы имеете камеру с наклонным экраном, поделитесь в комментариях, насколько это удобно для фото и видеосъемки. Разумеется, пользователи, ориентированные на фотографию, не разочаруются в шарнирном экране и свободно могут применять, то есть изменять его угол и положение, что позволит снимать с уровня талии или над головой. Это для меня новый опыт, так как до R6 была зеркальная камера с экраном фиксированного типа. Как видеоблогеру, начинающему видеоблогеру, работающему в одиночку, удобно использовать шарнирный экран. Так как при обзорах и настройках эта камера у меня постоянно в руках, для канала была куплена компактная камера от Sony с таким же механизмом экрана. Ведь его преимущества уже очевидны в первые часы эксплуатации. Но если вы захотите по максимуму нагрузить EOS R6, использовать ее как рабочую лошадь, подключить USB-C, наушники, микрофон, использовать разъем HDMI, тем самым перекрыть обращенный к себе экран, то вам просто не обойтись без внешнего монитора, видеорекордера. Думаю, с этим вы разберетесь сами. Еще есть преимущество у шарнирного экрана – съемка селфи. Правда, есть и другая возможность создания автопортрета на эту камеру. Об этом я поделился в самых первых видео на канале. Если интересно, посмотрите. Также это полноценный сенсорный емкостной тип экрана, который состоит из слоя стекла, покрытого электрическим проводником. Наше тело хорошо проводит электричество, поэтому при касании экрана мы создаем электрическую связь, которая распознается подобно кликам мыши. Именно поэтому в этой камере для сенсорных операций нельзя использовать острые предметы, такие как ногти или шариковые ручки. Это особенность другого типа сенсорного экрана, резистивного, но это совсем другая история. По опыту уже знаю, что на канал заходят зрители, не имеющие отношения к EOS R6,
и в комментариях может начаться дискуссия о недостаточном размере в 3 дюйма, о не самом высоком разрешении, о рамках экрана. Но когда я покупал эту камеру, то четко знал, на что иду, за что плачу и довольствуюсь тем, что есть. Если вам недостаточно разрешения экрана, присмотритесь к EOS R5 или EOS R3. В этих камерах от Canon экран имеет больше точек и увеличен на 5 мм. Все настройки камеры можно легко найти и выбрать с помощью сенсорного экрана, без необходимости нажимать какие-либо физические кнопки, что помогает снизить риск перемещения камеры. Помимо привычного касания экрана пальцем, мы можем применить перетаскивание. Покажу вам на примере меню. Основное меню расположения камеры напоминает его классических предшественников Canon, поэтому для многих фотографов переходный период на EOS R6 будет абсолютно безболезненным. Но настроек в этой камере очень много, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, с удовольствием с вами ими поделюсь. Что касается перетаскивания, то вы просто прикасаетесь экрана и проводите по нему пальцем. Эта возможность не ограничивается только в меню. Перетаскивание можно использовать для перемещения по шкале времени отснятых видеофайлов. Находясь в галерее меню, давайте сразу расскажу об основных сенсорных операциях. Просмотр изображений осуществляется перемещением пальца влево-вправо. Если не использовать сенсорное управление, то можно просто крутить всем нам привычный первый диск быстрого управления. Изображение увеличивается двойным нажатием по экрану или можно просто развести два пальца в разные стороны. Все то же самое можно сделать с помощью второго диска управления. Таким же способом мы уменьшаем фотографию и попадаем в отображение нескольких изображений. Называется это индексным режимом. Здесь мы уже перемещаем палец вверх-вниз. Если вам нужно воспользоваться режимом перехода, то помимо использования главного диска управления, вам необходимо двумя пальцами прикоснуться к экрану и перемещать их влево-вправо. На самом деле, даже при просмотре изображений в галерее у нас есть масса возможностей. Например, показ 100 изображений на одном экране. В комментариях зрители просили пройтись по всем настройкам камеры. Даже предлагали записать видео о постраничном прочтении меню с применением на практике. Я планирую выделить на это время и создать подобные видео, так как понимаю ваше нежелание самостоятельно изучать 900 страниц расширенного руководства. Давайте перейдем от общих к конкретным настройкам и возможностям сенсорного экрана Canon EOS R6. Не всегда управление камерой удобно с помощью сенсорного экрана. Поэтому в R6 есть возможность отключить эту функцию и превратить камеру в подобие древнего кнопочного телефона, а именно для демонстрации и визирования отснятых материалов. Отключение сенсорного управления, разумеется, ограничит ваши возможности, скорость управления камерой, да и в целом она превратится в кирпич. Поэтому я предполагаю, вы быстро вернете сенсорное управление обратно. Согласитесь, уже непривычно отсутствие возможности использовать сенсоры на дисплее. Но на второй камере, о которой я упоминал ранее, Sony ZV-1, присутствуют ограниченные возможности сенсора. Несмотря на качественный дисплей с хорошим разрешением, доступна лишь возможность выбора объекта для фокуса. Остальное управление только кнопками. Но если все же вам необходимо отключить сенсорные операции, то зайдите в 5-й раздел меню на 4-ю страницу. Выберите управление сенсорным экраном. Помимо отключения нам доступны два значения – стандартное и чувствительное. Если активировать второй вариант, то по названию уже будет ясно, что чувствительность сенсора экрана здесь окажется выше, чем при стандартном значении. Я бы посоветовал дополнительно приобрести защитное стекло или пленку на экран, чтобы сохранить его в целости и сохранности. В таком случае есть вероятность в незначительном уменьшении чувствительности экрана к сенсорным операциям, но это совсем пустяки. Возникают ситуации, когда во время съемки необходимо заблокировать органы управления камерой, чтобы предотвратить непреднамеренное изменение настроек
при касании главного диска управления, дисков быстрого управления, джойстика, кольца управления на объективе, если это оптика РФ, или сенсорного экрана. Для этого нам нужно зайти в 5-й раздел меню на 4-ю страницу «Блокировка управления». Как всегда, в выборе нам поможет кнопка Set, которая устанавливает или убирает флажок. При нажатии кнопки Lock выбранные органы управления камеры блокируются. Чтобы разблокировать управление, необходимо снова нажать кнопку Lock. В этом обучающем видео не собираюсь устраивать бои между видоискателем и экраном, а просто расскажу об их специфике и как они дополняют друг друга. К примеру, удерживать камеру в статичном положении проще, работая с видоискателем, поскольку вы прижимаете ее к лицу. Также с помощью видоискателя проще отслеживать подвижные объекты, чем если вы держите камеру на вытянутой руке. Однако при съемке пейзажей, натюрмортов, макро или архитектуры, когда камера установлена на штатив, удобство экрана сложно переоценить. Если вы хотите запечатлеть что-то сверху или под необычным углом, то сможете без труда выбрать композицию кадра с помощью экрана с регулируемым углом наклона, используя его вместо видоискателя. Поставьте в комментариях 2 плюса, если предпочитаете работать с экраном, и 1 плюс, если чаще снимаете с помощью видоискателя. Подробнее расскажу о взаимозаменяемости экрана и видоискателя, так как одновременно они работать не могут. Откроем 5-й раздел меню, страницу номер 3, отображение на экране видоискателя. При выборе первого варианта Авто 1 для отображения используется открытый экран камеры. Закрытый экран также используется для отображения, но когда камера подносится к лицу, то есть прикрывается датчик, то отображение переключается на видоискатель. Если активировать вариант Авто 2 автопереключения, то датчик срабатывает при закрытом экране и переключается на видоискатель с открытым экраном. Именно этот вариант подходит для моего сценария использования камеры. Если активируется режим видоискатель, тогда наш главный герой отключится и для отображения придется использовать видоискатель. В последнем режиме только экран используется для отображения как в открытом, так и в закрытом положении. Во время фотосессии с удовольствием использую экран и видоискатель. Только экран применяю, когда нахожусь в настройках меню камеры, так как в других режимах руки часто прикрывают датчик и происходит переключение на видоискатель, а это отвлекает. В зависимости от условий съемки можно увеличить или уменьшить яркость экрана. Зайдем в 5-й раздел меню на страницу номер 3. Камера имеет регулировку яркости с 7 градациями. Для меня средний выбор комфортен. Но если съемка проходит при прямом солнечном свете и в других ситуациях, когда просмотр на экране даже на максимальной яркости затруднителен, разумеется, я использую встроенный электронный видоискатель. По умолчанию активирован стандартный цветовой тон экрана и видоискателя, но вы можете выбрать холодный тон 1, холодный тон 2, теплый тон. Мне было бы интересно узнать, для кого в этой камере есть функция увеличения интерфейса пользователя. Неужели для тех, кто рассматривает экран ноутбука с помощью лупы? Да, наверное, чтобы эти люди больше не попадали в нелепые ситуации. Активируется или отключается это увеличение в 5-м разделе меню на странице номер 3. Сейчас эта функция активна лишь для демонстрации. Никогда ее не использую. С ней интерфейс пользователя можно увеличить, дважды нажимая 2 пальцами по экрану. Чтобы восстановить исходный размер меню, необходимо снова дважды коснуться его. Для настройки функции меню при увеличенном отображении используются органы управления камеры. Функции сенсорного экрана недоступны. В камере предусмотрена отдельная кнопка «Инфо», позволяющая увеличивать и уменьшать объем информации во время съемки как на экране, так и в видоискателе. При нажатии кнопки можно просмотреть доступные для отображения функции: только изображение, изображение и базовая информация,
изображение и вся информация, либо изображение с актуальной гистограммой и электронным уровнем. Количество отображаемой информации можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Нужно зайти в первый раздел меню, на 7-ю страницу, выбрать отображение информации о съемке, затем настройки информации на экране. Чтобы уменьшить беспорядок, решил для себя отключить 2-й, 4-й и 5-й параметр. Кто-то из вас удивится, что не оставил экран, который так знаком и понятен нам по зеркальным камерам. Возможно, кто-то наоборот скажет, что это экран пережиток прошлого поколения и зачем его вообще вставили в беззеркальную камеру. На самом деле, в зависимости от съемки, я его часто использую, так как в EOS R6 он прекрасно работает, если применить совместно с полезной функцией «Быстрое управление», которая активируется кнопкой Q. Как вы видите, все просто и понятно. Но самое главное, что именно здесь, без долгих путешествий по разделам и страницам меню, мы с легкостью можем зайти в пользовательские элементы управления и назначить кнопки или диски управления. Мне нравится постоянно перенастраивать кнопки, чтобы жизнь не казалась малиной. Но это совершенно другая история, поэтому со временем сниму отдельное видео, как я настроил элементы управления камерой под себя. Если вы хотите ускорить выход этого видео, напишите в комментариях. Оставаясь в этом разделе меню, мы можем дополнительно активировать два, на мой взгляд, очень полезных параметра. Отображение сетки помогает располагать объекты в кадре, не заваливать горизонт и создавать композиции согласно принципу, известному как правило третей. В предыдущем видео попросил вас, зрителей, поддержать меня, если интересна моя интерпретация фотокомпозиции. Запросов поступило достаточно, поэтому этот проект будет осуществлен, но пока отложен. Сейчас мне надо выпустить больше видео по настройке камеры, чтобы технически вы были в ней уверены. Второй параметр – гистограмма. В EOS R6 актуальная гистограмма помогает оценить яркость сцены и влияние на нее параметров экспозиции. Единственным другим способом получить такие данные является анализ изображения уже после съемки. График меняется по мере изменения настроек экспозиции, чтобы можно было избежать потери деталей из-за засветки или недодержки. Нам доступно два варианта. Первое показывает распределение уровня яркости изображения, последнее оценивает насыщенность цветов, полутонов и баланса белого. Об этом на канале появится видео, которое будет связано с ссылкой. Отображаемый размер гистограммы возможен двух видов – большой и маленький. Для меня маленький размер более гармоничен, так как большой вариант иногда отвлекает во время съемки. С этим экраном полезно работать при автофокусировке и ручной фокусировке, поскольку изображение можно увеличивать до 5 или 10 раз. Это позволяет рассмотреть нужный участок изображения во всех деталях и без труда сделать необходимые корректировки положения фокуса. Вообще, тема фокусировки очень интересная и невероятно объемная, поэтому на нее будет выделено отдельное видео. А сейчас в общих чертах расскажу, как фокусировка с увеличением при просмотре на экране работает в EOS R6. В режиме увеличения при просмотре автофокусировка затруднена из-за сотрясения камеры. Но если вы будете использовать штатив, то максимально получите удовольствие от этой функции. 5- и 10-кратное увеличение возможно во всех методах автофокусировки, кроме распознавания лица плюс слежения. Далее вместо слова «автофокусировка» я буду употреблять AF. Для увеличения нужно нажать соответствующую кнопку на камере, нарисована лупа, или на дисплее соответствующий значок в нижнем правом углу. Увеличение производится по центру точки AF в таких режимах, как точечный AF, AF по одной точке, два варианта расширения области AF и увеличение по рамке зоны AF в режимах зональный AF, два варианта больших зон, вертикальная и горизонтальная. Если задан режим точечный AF или AF по одной точке,
Автофокусировка при просмотре с увеличением выполняется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Если заданы методы AF отличны от точечной AF и AF по одной точке, автофокусировка выполняется после восстановления обычного отображения. Если в режиме серво AF он предназначен для съемки движущихся объектов, нажать кнопку спуска затвора наполовину при увеличенном изображении, для фокусировки камера возвращается в обычный режим отображения. Если же вы снимаете в режиме покадровый AF, он предназначен для съемки неподвижных объектов, то у вас больше преимуществ. Я так иногда рассматриваю прохожих из окна с применением телеобъектива. Сразу вспомнил воллерийский триллер Альфреда Хичкока «Окно во двор». Если вы любите хорошее кино с интересной операторской работой и еще не знаете об этом фильме, которому в этом году исполнилось 67 лет, советую посмотреть. Кстати, при увеличении изображения в режиме непрерывного AF и видео серво AF недоступны. Если вы имеете RF-объективы, то при их использовании на экране и видоискателе можно настроить отображение расстояния фокусировки. Чтобы активировать этот режим, зайдем в первый раздел меню на 7-ю страницу, выберем отображение информации о съемке и зайдем в пункт меню «Отображение фокусного расстояния». Мне эта функция показалась наиболее удобной в ручном режиме фокусировки или MF. Не путать с режимом ручной экспозиции, который обозначается буквой M в меню камеры и на диске установки режима. Если вы привыкли все контролировать, то отображение фокусного расстояния именно для вас. На экране в нижнем левом углу вы можете заметить значок, который отвечает за съемку с использованием спуска затвора. Бывают ситуации, когда сенсорный спуск затвора просто необходим, чтобы избежать малейшего сотрясения камеры от прикосновения и нажатия физической кнопки спуска затвора. При активации этой функции, чтобы произвести съемку, достаточно просто прикоснуться экрана в месте, где должна сфокусироваться камера. Не забывайте, что экран очень чувствителен, поэтому затвор сработает мгновенно. Порой вы даже не успеете понять, что уже сделали кадр. У меня так бывает часто, потому что в камере всегда выключено любое звуковое подтверждение. Но если его оставить включенным, то камера всегда издает звук, когда фокусируется, а это порой раздражает. Также я снимаю с электронным затвором. Он абсолютно бесшумен, и еще часто отключаю просмотр изображения после съемки. Спасает только индикатор обращения к карте памяти, который загорается на секунду красным цветом после создания кадра. Если вы зайдете в первый раздел меню на 7-ю страницу, то увидите здесь активацию или отключение съемки при касании. Согласитесь, удобнее пользоваться значком на экране в нижнем левом углу. После того, как вы сделаете снимок, он может отображаться на заднем экране короткое или неопределенное время. Для этого нужно отправиться в первый раздел меню, открыть 7-ю страницу, выбрать просмотр изображения. Кстати, и в видоискателе возможно отображение изображения после создания, но там для меня это отвлекающий фактор. А вот с дисплеем применяю эту опцию и просматриваю кадр сразу после съемки на экране в течение 2 секунд. Экран камеры легко превратить в сенсорную панель для установки положения активной точки автофокусировки, просто касаясь или перетаскивая точку при съемке в режиме Live View или используя невероятную технологию Touch and Drag перетаскивания AF, когда держите камеру у глаза, то есть во время работы с видоискателем. Это позволяет очень оперативно взаимодействовать с камерой и ни на что не отвлекаться. Если вы следите за новинками Canon, то обратили внимание на новую камеру Canon EOS R3, в которой автофокусировка управляется движением глаза. Мне бы, конечно, хотелось попробовать задавать точку фокусировки в зависимости от направления моего взгляда, но с этой камерой, а также со старшей моделью EOS R5, эта функция недоступна.
Поэтому будем работать с тем, что есть. Отправимся во второй раздел меню, на первую страницу настройки AF перетаскиванием. Интересная особенность в опции «Способ положения». Нам доступны два варианта. Относительное. Здесь ваше прикосновение пальцем к экрану не изменяет имеющееся положение точки автофокусировки. Она зафиксирована. Затем перемещение пальцем полностью синхронизирует положение точки автофокусировки. Вы можете сколько угодно перемещать ее. Но если выбрать второй вариант, абсолютное положение, то здесь вы словно работаете как на графическом планшете. Любой уважающий себя фотограф-профессионал не обходится без него. С удовольствием поделюсь в дальнейших видео на канале небольшими советами, почему вам следует отказаться от редактирования фотографий с помощью компьютерной мыши и работать с графическим планшетом. Уверен, у меня получится вас вдохновить. Вернемся к абсолютному положению. Здесь вы касаетесь экрана, и в этом месте появляется точка автофокусировки. Если вы будете работать только с экраном, не задействовать видоискатель, то скользить пальцем по экрану и перемещать точку AF не получится. Здесь будет доступно только абсолютное положение. Окончательные настройки перетаскивания точки автофокусировки – это часть экрана, которую вы хотите задействовать с этим режимом. В камере это называется активная сенсорная область, и нашему выбору доступны весь экран, правая или левая половина, верхняя или нижняя часть и 4 квадрата по углам экрана: верхний левый, нижний правый, верхний правый, нижний левый. Выбрав любое положение, позволяет настроить ту зону, которая будет чувствительна к вашему прикосновению. У вас есть возможность поэкспериментировать и определиться с выбором. Но если интересны мои настройки, то я предпочитаю метод относительного позиционирования с правой сенсорной областью. Обязательно попробуйте. Уверен, вы не останетесь равнодушны. Можно настроить автоматическое выключение экрана после определенного времени бездействия камеры. Активировать эту функцию можно в пятом разделе меню на второй странице. Выбираем экономия энергии. Временной диапазон большой, от 15 секунд до 30 минут. После продолжительных экспериментов решил остановиться на 1 минуте. Расскажу вам, как самостоятельно камеру отправить в сон для экономии энергии аккумулятора в режиме съемки. На канале есть отдельное видео по увеличению производительности EOS R6, так что можете после этого видео перейти на него. Ссылка доступна в правом верхнем углу. Активировать эту функцию можно в пятом разделе меню на второй странице, а работает она очень просто. Если камера не используется примерно в течение 2 секунд, яркость экрана начинает уменьшаться, затем в течение приблизительно 10 секунд экран полностью выключается. Активировать его можно с помощью нажатия на половину кнопки спуска затвора. Попробуйте и решите, хватит у вас терпения на постоянное отключение экрана или нет, но иногда это действительно выручает. Я благодарю вас за внимание и буду ждать обратную связь в комментариях. Искренне ваш Сергей Прохоров-Кунцевич.